Кошка стала настоящей мамой для двух брошенных львят, от которых отказалась их собственная мама– львица. Однако через несколько лет произошло что-то шокирующее. В небольшом заповеднике для диких животных под названием «Белый лев» уже в течение года находилась львица по кличке Киара. 18 сентября произошло замечательное событие. Киара родила сразу двух красивых львят разного пола. Однако это были первые роды у львицы. Кроме того, Киара попала в заповедник после того, как она сама едва не погибла в дикой природе от рук браконьеров. Из-за этого Киара была очень скована, недоверчива и не уверена в себе. Все это привело к тому, что после рождения двух львят материнский инстинкт у львицы так и не появился, и она отказалась от собственных детенышей. 3 дня сотрудники заповедника с нетерпением ждали, что у Киары наконец появится материнский инстинкт, и она станет кормить своих малышей, но все было напрасно. На 4-й день ветеринары забрали маленьких львят у матери. Это были брат и сестра, у которых была крайняя степень истощения из-за того, что Киара так ни разу их и не покормила. Сотрудники заповедника даже боялись, что детеныши могут не выжить. Но, к счастью, ветеринарам удалось накормить их питательной молочной смесью из бутылочки. И через неделю они уже стали выглядеть гораздо лучше, и их жизням больше ничего не угрожало. Однако сотрудники прекрасно понимали, что одной только питательной молочной смеси львятам будет недостаточно. Без матери и ее молока животные вырастут слабыми и худыми, совсем не похожими на грациозных африканских хищников, а их здоровье будет очень плохим. К счастью, семья из соседнего города согласилась передать в заповедник для выкармливания львят свою 8-летнюю кошку по кличке Герда. Кошка совсем недавно родила котят, и у нее было достаточно молока. Ветеринары знали, что кошачье молоко подходит для многих видов животных, включая львят, так как в нем есть все необходимое для нормального развития детенышей. Конечно, когда Герда в первый раз зашла в вольер к маленьким львятам, весь персонал заповедника застыл в молчаливом напряжении. К счастью, кошка приняла обоих львят, а они уже через несколько минут начали сосать молоко, что позволило сотрудникам вздохнуть с облегчением. Ветеринары были очень рады. Это уникальный случай, когда представитель одного вида принимает детенышей другого, да еще и диких животных. Самое удивительное в этой ситуации было то, что Герда с детства не терпела собак и всегда с ними конфликтовала. Но в случае с львятами кошка сразу почувствовала, что малышам нужна срочная помощь, и вскоре стала для них настоящей приемной матерью. Конечно, львятам требовалось больше молока, чем котятам, но ветеринары не беспокоились. Герда уже однажды выкормила до 6 котят за раз. В этот раз у нее был всего 1 котенок, и ей не составляло труда кормить его вместе с 2 львятами. Когда через несколько недель львята значительно прибавили в размерах и весе, сотрудники лишь немного добавили в их рацион молочную смесь из бутылочек. Маленькая львица была слабее своего брата, и первое время ее здоровье вызывало опасения. Но благодаря заботе Герды она восстановилась и догнала брата в развитии. Львята быстро начали расти и играть между собой под постоянным присмотром кошки, которая не только кормила их, но и вылизывала языком, чтобы они не заболели, а ночью согревала их своим телом. Так прошло несколько недель. Львята подросли и стали даже больше своей приемной мамы. Их острые клыки и когти стали представлять опасность для Герды, поэтому кошку отвезли обратно домой, а львят переселили в новый просторный вольер. Весь персонал был очень благодарен Герде, которая спасла 2 брошенных малышей. Через 2 года оба львенка превратились в грациозных льва и львицу. Хозяин Герды приехал вместе с ней в заповедник, чтобы она могла увидеть своих приемных детей. Кошка несколько мгновений смотрела на выросших хищников, а затем неожиданно забежала в вольер. Сотрудники вздрогнули. Реакцию взрослых львов, не видевших ее 2 года, было трудно предсказать. Хищники сразу направились к Герде, обнюхали ее, а затем начали тереться о нее и легли рядом, словно снова стали маленькими беззащитными детенышами. Герда стала вылизывать своих выросших приемных детей, нисколько не забыв о них. Это зрелище тронуло всех до слез, а хозяин кошки был поражен. Такой сильной может быть любовь между матерью и детьми, даже если они из разных видов.